В теплый сентябрьский вечер в роскошном доме на окраине Остина, Техас, миллионер по имени Дэниел Риверс сидел за своим мраморным кухонным островом. Дом был наполнен ароматом ванильных свечей и звуками джаза, доносившимися из колонок в потолке. Его 7-летняя дочь, Лили, только что вернулась с прогулки по саду. Она подошла к отцу, прошептала что-то на ухо, и все изменилось. Дэниел был человеком бизнеса, привыкшим к контролю, холодному анализу и цифрам. За последние 15 лет он создал империю в сфере разработки программного обеспечения. После трагической гибели жены 3 года назад он остался один с маленькой дочерью, окружив ее заботой и защитой. Все, что он делал ради нее. Недавно в его жизни появилась новая женщина, Джессика Мур. Молодая, яркая, уверенная в себе, она ворвалась в его мир, принесла легкость, юмор и чувство, которое Дэниел давно похоронил. Спустя 8 месяцев отношений он сделал ей предложение. Она приняла. Все шло к свадьбе. Но вечером, когда Лили сказала отцу, что в твоем напитке наркотик, его сердце замерло. Ребенок не мог придумать такое. Она не понимала, что именно сказала, но ее слова были слишком точны, чтобы быть случайностью. Дэниел повел себя сдержанно. Он не стал показывать потрясения. Незаметно отнес бокал с вином, который только что налила ему Джессика, в лабораторию при частной клинике, где у него был прямой контакт с директором. Результаты пришли уже через несколько часов. В вине действительно обнаружили следы золпидема, сильнодействующего седативного средства, которое в больших дозах может вызывать потерю сознания и провалы в памяти. Он начал копать глубже. Частный детектив, доступ к внутренним базам, анализ перемещений Джессики. Выяснилось, что она недавно контактировала с бывшим партнером Дэниела, конкурентом, с которым у миллионера шла вялая, но стратегически важная бизнес-война. Все указывало на тщательно спланированную попытку подрыва его доверия, а возможно и здоровья, чтобы лишить контроля над компанией. На следующий день он разорвал помолвку. Без скандалов. Просто удалил ее из жизни, быстро, решительно, как удаляют вирус из системы. История не попала в новости. Все было замято. Но в доме Дэниела с тех пор никто, кроме него самого и Лили, больше не наливал напитки. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.